Marina och Mattias och Alexander. Tjena! Тема! Тема! 19 февраля 2014 года исполнилось 43 года Матиасу Линдблому, певцу, композитору и музыкальному продюсеру из Швеции. Обычно это имя известно российскому меломану в двух случаях. Во-первых, если он интересуется электронной музыкой, в том числе жанром синти-поп. Во-вторых, если около 20 лет назад мимо него не прошла композиция «I Breathe», которая стала визитной карточкой группы «Вакуум» на многие последующие годы. Даже в наши дни, когда у Матиаса спрашивают, какая его любимая песня, он отвечает, что та самая, потому что в ней смысл, она дает возможность увидеть мир и встречаться с поклонниками. Именно поэтому она звучит на всех его выступлениях. Мое знакомство с группой «Вакуум» состоялось в конце 1998 года, во время показа «Новогодней ночи» на ОРТ. Понятно, что изначально я познакомилась с ангельской внешностью высокого викинга-блондина из Швеции, а уже потом со смыслом песен. Это типично для 12-летней девушки-подростка. Записав клип, я пересматривала его по 15 раз в час весь последующий год. В это же время начались постеры, вырезки и переписка с поклонницами из других городов. Это было одно из ярких впечатлений детства. Вы являетесь для русских барышень настоящим секс-символом. Я думаю, такой ход взять парня привлекательной внешности изначально был спланирован идеологом группы Александром Бардом. Кому недоступен глубокий текст песен, автором которых в основном и был сам Бард, тот получит эстетическое удовольствие от внешности и вокальных данных певца. Надо отметить, что последние у Матиаса уникальны сами по себе. Бархатная бертона в низком регистре, приятная вибрато и достаточно мощная подача делают образ 25-летнего юноши притягательным. Песни «Вакуум» до 2000 года были в основном посвящены науке, философии и религии. Именно поэтому их тексты нужно читать со специальным глоссарием. Слова и сюжеты, которые встречаются в песнях, часто непонятны любителям простой душевной лирики. Мы не поем песни о любви. Мы не любим их писать, потому что это делают все остальные. Когда мы собрались втроем, чтобы обсудить, о чем будут песни «Вакуума», то решили, что их темами станет городская жизнь, характерная для любого города в любой стране мира, проблемы карьеры, мода и, безусловно, космос. Трудно сказать, что именно так привлекло российских поклонников в конце 90-х, текст или фронтмен группы, но во время турне по России и Украине ребята из «Вакуум» были удивлены своей популярности, потому что продажи в этих странах не превышали сотни экземпляров. Оказывается, постарались пираты, которые продали свыше 8 миллионов нелегальных копий. Только представьте, какая была бы прибыль у музыкантов, если бы эти миллионы честно ушли им в карман. С 1999 года из «Вакуума» уходит Александр Бард. Золотой состав распался спустя 3 года. В группе еще какое-то время продолжает работать Марина Шевченко. Начало нового тысячелетия для «Вакуума» знаменовалось выходом альбома «The Culture of Night», куда вошли старые хиты и несколько новых треков. После этого группа уходит в творческий отпуск на 2 года, а возрождается в 2002 году синглом с говорящим названием «Starting with the Story Ended». Вместо Марины выступают приглашенные музыканты. Стоит отметить, что кроме основных 3 участников, которых мы могли видеть в клипах и интервью, был еще и серый, а точнее красный кардинал, композитор Андерс Вольбек. Он и по сей день составляет тандем с Матиасом, являясь 50% группы «Вакуум». Альбом «Your Whole Life is Leading Up to This» вышел в 2004 году и является последним на данный момент у группы. Но зато каждый год поклонники получали по 1-2 синглам от соавторства Линдблум-Вольбек. От группы 90-х в новом «Вакууме» мало что осталось. Изменился сам фронтмен группы. Те, кто привык к милому парню с макияжем, удивленно ведут бровью, когда видят небритого 40-летнего мужчину в шапке, джинсах и кедах. Контраст оказался велик для тех, кто перескочил эти 15 лет.
Им требуется немного больше времени, чтобы привыкнуть к новому имиджу певца, в отличие от тех, кто не оставлял Матиаса на протяжении всего его творческого пути. Если честно, я не очень люблю бриться, совсем не люблю. Изменения претерпели и тексты песен. Если раньше Матиас пел о вселенском космосе, то сейчас его лирический герой – микрокосмос. Человек с его переживаниями, страданиями и радостями. Вопреки концепции старого вакуума «не петь песни о любви», группа работает в направлении с точностью да наоборот. Нельзя сказать, что у вакуума это тривиальная мыльная опера «Я тебя люблю, а ты меня нет». Тексты достаточно метафоричны, но понять их смысл стало гораздо проще, чем творчество под руководством Александра Барда. Да, Матиас пошел в народ, он захотел стать понятным. Именно поэтому та часть поклонников, которая любила старый вакуум, разочарованно вздыхает с выходом каждого нового сингла группы, потому что он в очередной раз не восполняет их интеллектуальные потребности. Я считаю, нам нужно самим себе признаться, что возвращение вакуума 90-х не предвидится, и что Матиас выбрал свой музыкальный путь. Это другое звучание и другой смысл. Есть поклонники, которые совершенно по-другому относятся к творчеству современного вакуума. Они с радостью принимают любые творческие эксперименты группы, поэтому берегут свои нервы и получают удовольствие от настоящего. I think it's the most important thing in the world, and I think when you start out as a songwriter, you touch on many different subjects, but the only thing that you can really write a million and another million songs about is the heart. По поводу голоса вокалиста в рядах поклонников происходит разделение на два лагеря. Одни говорят, что все по-прежнему, вокал потрясает, мурашки бегут. Другие, что нет, Матиас уже не тот. Я, наверное, отнесу себя ко вторым. Считаю, что его бархатному баритону все же пришлось попрощаться с былой сочностью низких нот, а вибрато в голосе, так называемое раскачивание ноты, стало более тяжеловесным и заметным для слуха. Однако за последние 10 лет мы могли услышать, с каким энтузиазмом певец овладевает верхним регистром, исполняя достаточно сложные вокальные ходы. Остается только догадываться, что могло повлиять на вокал исполнителя. Либо его увлечение петь на связках такие высокие ноты, либо многолетняя привычка курить. Сам Матиас признается, что специально вокалом не занимается, хотя музыкальное образование имеет. Говорит, что поет от души, а не от возможности своего вокального мастерства. Но в то же время мне кажется, что песня, она идет от сердца, и выше техники может быть только искренность. Я всегда стараюсь пропустить все через себя, чувствовать и выплескивать свои эмоции в песне. Свои песни я исполняю так, как подсказывает мне мое сердце. Оно главный учитель и главный педагог. Насчет сердца Матиас не обманул, он действительно пишет и поет, как чувствует. Сам себя называет плохим бизнесменом, потому что оценивает песни не по их хитовости, а по тому, какой отклик они находят в душе людей. Потому что когда говоришь о современной музыке, особенно когда я сам сижу в индустрии, то все сводится к тому, была ли это хитовая песня. И все измеряют творчество только этим. Все решают деньги, а не то, что почувствовали люди, как им это понравилось. С поклонниками у него особые отношения. В отличие от многих музыкантов, которые отыграют концерты и уходят за кулисы, Матиас имеет обыкновение общаться с публикой и петь с ней. Диалог получается всегда, потому что на концертах «Вакуум» никогда не бывает случайных людей. Зрители с нетерпением ждут того момента, когда можно спеть любимые композиции, которые они давно знают наизусть. Так исторически сложилось, что большинство фанатов группы живет в России и Украине. У Матиаса здесь есть хорошие друзья, с которыми он регулярно переписывается по e-mail и в соцсетях.
певец настолько ценит дружбу с нашим народом, что в 2010 году написал лирическую композицию «The Russian», которая пока не получила официальный релиз, но любима русской публикой. Сегодня группа «Вакуум» продолжает создавать песни не только для себя, но и других исполнителей, таких как Гару или Таря Турнен. Матиас занимается фотографией и выкладывает свои работы в Инстаграм, а еще пишет проникновенную лирику, которая, как дневник жизни, раскрывает его душу поэта и вечного романтика.